Сейчас на твоих глазах заброшенный город Припять превратится в здоровый и процветающий. Например, в первой части я показал, как бы выглядел город сейчас, если бы Чернобыльская АЭС не взорвалась. А если взять и восстановить улицы города в то состояние, в котором они были до взрыва? Этим мы сейчас и займемся. Кто-то может возразить, так есть же куча старых фотографий и видео с тех давних времен. Можно взять и посмотреть. Но в том-то и дело, отвечу я, старые малопиксельные с неполноценной палитрой цветов фотографии и видео не отражают в полной мере то, как видели окружение люди тех времен. Я же на основе современного снимка заброшенного города Припять покажу город в мельчайших деталях таким, каким он был до аварии. С жителями, автомобилями и всем, что было на улицах в то далекое время. Многие люди писали о том, как было бы здорово восстановить сейчас город и как он будет выглядеть. Давайте посмотрим. С вами Андрей Гупса. Приятного просмотра. Итак, первым делом я начал восстанавливать ландшафтное покрытие. Границы проезжей части и пешеходной достаточно явно читаются. Вот асфальт, вот бордюр, а это бетонная плитка. Собственно, это все, что можно разобрать по ландшафту, исходя из съемки заброшенного города. Но ведь этого мало. Наверняка были какие-то зеленые зоны, прилегающие дороги, дорожные разметки и так далее. Как это все восстановить? Додумывать? Конечно же нет. Я поставил себе задачу воссоздать не приблизительную картину города, а максимально точную, с правильным расположением зоны дороги, вывесок на зданиях, дорожных знаков, вплоть до правильного расположения и характера деревьев и кустарников. Как я собирался это сделать? Ведь после опустошения города природа стала отвоевывать то, что принадлежало ей. За 30 с лишним лет места, где был хотя бы малейший доступ к грунту, превратились в саванны и дикие леса. В связи с этим в полной мере разобрать, где что находилось, невозможно. Но есть же старые фотографии, которые и дали мне много нужной недостающей визуальной информации. Вооружившись снимками и видео, я продолжил работу. Итак, мы видим, что сразу за магазином находится заезд, прилегающий к дороге. Воссоздаем его. Исходя из этих кадров, мы можем понять, для чего служил этот заезд. А именно для автомобилей, завозивших товары к служебному входу. Обозначив это, я решил переключиться и очистить пространство от диких зарослей. И плавно перешел к восстановлению магазина. Восстановил металлические гофрированные панели, разобрал развалины, восстановил ступеньки у входа для покупателей и приступил к самому сложному на этом этапе – остекленная часть магазина. Это был сложный этап, но мне удалось выяснить, сколько там стекольных рам и как они размещены, и синхронизировать эту информацию с теми пробелами между зарослями, в которых видны части рам на оригинальном снимке. В итоге я с максимальной точностью восстановил витрины. Будем откровенны. Слова «атом», «атомная» не воспринимаются нами совсем уж безмятежно. И слыша об атомных электростанциях, нет-нет да шевельнется в груди тревожное чувство. Как же здесь работают? Как живут возле них? Помните старика в начале фильма, который атома не боялся? А ведь знал о нем наверняка не так уж много. Я приступил к восстановлению дальнего плана. Все, что было видно на исходнике, это верхняя часть здания, дающая понимание о масштабе объектов в том фрагменте. И не забываем, что мы также имеем построенную перспективную сетку и старые фотографии. Этого хватило, чтобы воссоздать дальний план. Итак, были воссозданы зеленые зоны, зоны для пешеходов, восстановлены 3 жилых одинаковых здания и фонарные столбы.
Еще один интересный фрагмент данной локации – это аллея для пешеходов, идущая вдоль проезжей части. Город можно развивать по-разному. Можно вширь, можно вверх. Вот. Мы считаем, что вот наш город, основное его достоинство должно быть таким, что человек должен в нем себя чувствовать удобно, приятно, легко, хорошо дышать. На исходнике мы видим просто деревья, однако даже там читается геометрия. Деревья, высаженные в ряд вдоль дороги. Мне не составило труда восстановить этот фрагмент. Кстати, дорога, которую ты видишь, является односторонней. Вторая находится по другую сторону аллеи. Далее настало время деталей. Буквы для названия магазина я вырезал непосредственно из старой фотографии и подогнал под наше изображение. Многие пишут о том, что хотели бы владеть фотошопом так же, как я, и мол, сделай урок. Так вот, урок от меня есть. Его уже приобрели более 130 человек. Важно! В комплекте с уроком ты найдешь и арты в высоком разрешении с проекта «Процветает», в том числе и тот, что я создаю в этом видео. Также ты найдешь записи процесса создания этих артов, то есть то, что ты видишь сейчас на экране, только в полной мере и с нормальной скоростью. Приобретая, ты не только получаешь интересные и полезные дополнительные материалы и контент проекта, но и поддерживаешь проект. А еще можешь писать мне в личку, если хочешь заказать арты Припяти на холсте, любого из выпусков, или заказать дизайн-услуги, например, фотомонтаж, 3D-моделирование, проектирование, арт-портреты на холсте. И последнее. В Харькове у меня есть друзья, которые профессионально занимаются видео и фотосъемкой. Тоже можно заказать под мою ответственность. Еще магазин имел очень интересные иконки с обозначением видов товара. Кстати, эти иконки по стилю очень напоминают то, что мы видим в наших современных смартфонах. Потом я восстановил дорожные знаки. Мне очень нравится то, как оформлялись некоторые знаки. Они были объемные и остекленные, ну или в прозрачном пластике, этого я точно не скажу. Но выглядело это очень круто. Далее я нанес зебру. И повторюсь, все это было воссоздано исключительно на основе реальных фото Припяти. Мой друг Гупса. Что хочется сказать по этому поводу? Привет из Припяти от твоего кореша Рамеза. Спасибо, любопытный Рамез. А мы с подписчиками моего канала передаем привет твоему. Друзья, не подведите. Итак, поработав над деталями, представляю вашему вниманию город, который заселен счастливыми, здоровыми людьми. Город, который развивается невероятно быстрыми шагами. Город, который не знает, что такое отчуждение. Представляю вашему вниманию город Припять, который процветает. рассказывается, ничего не осталось. Но это же абсолютно не думаю. 4 февраля в 2020 году Припяти исполнится 50 лет. Если хочешь знать тему следующего выпуска, подписывайся на мой инстаграм. Как только я определяюсь с темой, делаю там пост с выбранной локацией.
Приятель, если ты хочешь нажать на колокольчик, поставить лайк, поделиться с друзьями данным роликом, сделай это, тебе никто не запрещает. Действуй. Если не подписан на канал, подпишись. И нехай щастить. Честное слово, мы завидуем этим людям. И тем, кто останется в этом симпатичном городе, и тем, кто уедет строить новое. Но и у того нового города, мы уверены, будет такая же счастливая судьба.